Привет, друзья! Всем нам с возрастом хочется обзавестись теплым и уютным своим домом. Сегодня я расскажу вам о том, какой дом построил я. Возможно, кому-то пригодится мой опыт. Я выбрал каркасную технологию с утеплением каменной ватой, так как считаю, что это наиболее технологичный и теплоэффективный вариант строительства, который я к тому же смог построить сам один. Ну а вот, собственно, и он, мой дом. Еще, конечно же, не все работы завершены, но в доме уже живут круглогодично. Дом размером 6 на 8, фундамент железобетонные сваи, диаметром 25 сантиметров, с конусообразным расширением внизу. Сваи сделаны с помощью бура типа Тисе. На такой дом хватило 20 свай. Глубина промерзания у нас 1,75 м, поэтому сваи заглублены на 2 метра. Минимальная высота сваи над уровнем грунта 50 сантиметров. Для защиты от влаги обвязочного бруса и лак пола. Вот такой вот бур позволяет нам бурить сваи на глубину до 2 метров и делать конусообразное расширение при помощи вот таких вот прикручиваемых лопаток на глубине, в самой глубине сваи, что предохраняет нас от воздействия сил пучения. Хотя у меня грунт песок, но я все равно не стал рисковать. На сваи я положил обвязочный брус 200 на 200 миллиметров. Ну а сверху построил каркас дома, который утеплил каменной ватой, то есть плитами каменной ваты. Крышу сделал из андулина, так как строил, как я уже сказал, один, и с профлистами такой длины мне было просто не справиться, поэтому выбор пал на андулин. Каркас дома я сделал из доски 150 на 50, не строганная, естественная влажность. Внутреннюю часть делал заподлицо, а все неровности выставлял наружу. Снаружи на стойке набил горизонтально брусок 50 на 50 сантиметров. Ой, извините, миллиметров. В итоге получил 150 миллиметров утепления в стене и 50 миллиметров перекрестного утепления, которым перекрыл места стыков. Дальше снаружи идет ветровлагозащитная пленка, поверх нее вертикально брусок 25 миллиметров. Так я получил вентилируемый фасад. На брусок прикрепил финишную отделку, в моем случае это сайдинг. Каркасные стены я поднимал один при помощи вот такой вот так называемой удочки. Стены тяжелые, без нее их поднять было просто нереально. К дому я пристроил веранду, также выполненную по каркасной технологии. 2 на 4 метра. Не все работы, как я уже сказал, завершены. Начал делать отмостку. Наступила зима, работы приостановились. Не зашиты еще цоколь, свесы крыши. Но это все будет делаться весной. Так выглядит пол со стороны улицы. Ветровлагозащитная пленка между лак, снизу подшита доской. Можно подшивать не сплошняком. Утеплитель плитный не проваливается, как видите. Вот такая вот у нас получилась веранда. Еще не доделал до конца, не зашил. Электричество, кабель проведен от столба под землей. Вот выведен уже в веранде и протянут в дом. Здесь щиток. Дверь такая большая, красивая.
Внутри дома, значит, изнутри на стойке я прикрепил пароизоляционную пленку. Сразу на нее листы ОСП 12 мм, на них гипсокартон 12,5 мм, шпатлевка и обои. Толщина утеплителя у меня получилась 20 сантиметров на полу, в стенах и на потолке. На полу, значит, у меня фанера, финишное покрытие, это фанера 21 мм. На ней я положил линолеум. Потолок подвесной из гипсокартона толщиной 9 мм, шпатлеван и окрашен. Идеально, конечно, ровную поверхность сделать у меня первый раз, делал первый раз потолок подвесной сам, не получилось. Есть небольшие царапинки и неровности. Вот они. Думал, краска их устранит, но не тут-то было. Она их наоборот проявила, оказывается. Как я не шпатлевал, как не шкурил, все равно идеально не вышло. Дом выполнил в виде студии, размер 6 на 8. Отопление печное. Имеется приточная вентиляция в виде клапана. Вот такой вот стандартный клапан. Слева в углу наверху вы наблюдаете отверстие приточного клапана с седой. Имеется вытяжка принудительная над электрической плитой. Вот так она выглядит, и труба пошла у нас наружу. Справа в углу вверху вы наблюдаете отверстие вытяжной вентиляции. Санузел в доме выделен в углу из стены из гипсокартона, из профиля гипсокартона. Имеется входная дверь пластиковая. Да, окна в доме. Имеется 3 больших окна, металлопластиковые. В санузле, значит, также имеется небольшое окно. Значит, внутри санузел также обшит гипсокартоном, после чего отшпаклеван и декоративной шпаклевкой самодельной покрыт. Шпаклевка для защиты и влагоизоляции покрыта лаком в 2-3 слоя. Значит, система водоснабжения у нас состоит из колодца, от которого идет труба ПНД 32 мм на глубине 2 метра. Последние 4 метра трубы снабжены греющим кабелем, который, естественно, включен при минусовых температурах в розетку, что не дает воде в трубе перемерзать. Ну, дальше у нас идет фильтр, насосная станция, бойлер. Друзья, сделал ошибку, забыл закладные в стене сделать. Первый раз сделал, не сообразил. Поэтому на такой вот немножко не самой красивой, так скажем, подставке он у меня стоит в стену. Все-таки боюсь, хоть там и ОСП, и гипсокартон, но не уверенный в общем. Отопление в санузле при помощи электрического обогревателя производится. В санузле выполнена разводка из полипропиленовых труб 25 мм в диаметре. Имеется, как вы заметили, стиральная машина, унитаз, ванная, душ. Дальше трубы у нас идут на кухню.
Вода холодная, горячая. Трубы идут на кухню. На кухне выполнен еще один кран, где также присутствует вода как холодная и горячая. Канализация выполнена в виде септика, расположенного на расстоянии 11 метров от дома. При входе в дом обязательно необходимо предусмотреть вентиляционную шахту, трубу, для того, чтобы из унитаза в санузле не пахло канализацией. Труба должна быть выше самого унитаза. Вот так вот это выглядит в моем случае. Дальше. Труба 110, специальная для уличных работ, проложена с необходимым уклоном. Первый септик. Септик у нас переливной, состоит из двух отделов. Первый септик состоит из 3 колец с бетонным дном. Накопительный. Твердая фракция у нас оседает на дно, жидкая переливается по трубе во второй септик. Септик, значит, состоит также из 3 колец бетонных диаметром 1 метр. Кольца дна не имеют, грунт у меня песок. Несмотря на это, я сделал в каждом кольце, кроме верхнего, еще множество отверстий диаметром 1 сантиметр. Септик работает уже 2 года, пока не откачивал. Грунт, ил не чистил. Да, друзья, на кухне у нас имеется спуск в бетонную яму, которая выполнена под домом. Размеры ямы 2 на 2 на 3. Вот такой вот люк. Утеплена яма, значит, мешками с крошкой пенопласта. 6 мешков. Дальше идет 2 небольших люк. Дальше идет люк из 2 половинок ОСБшки. Электричество в подвал у меня не приведено, я использую обычную автомобильную переноску. Ну что ж, пойдемте вниз. Спуск в подвал, значит, у нас вот идут лаги пола. Дальше пропенена пеной. Сам спуск из кирпича выполнен. Вот так вот. Ну, дальше пошло бетонное основание, бетонная крышка, как бы подъем подвала. Вот. В подвале сделаны небольшие полочки, отсек для хранения картофеля. Здесь еще будут полочки, не успел доделать. Ну, мешочки здесь у нас морковка, капуста еще не разобрали. Пол бетонный, стены бетонные, толщина как пола, так и стен, так и бетонного потолка в районе 20 сантиметров составляет. Имеется вентиляция приточная и вытяжная. Одну трубу опускаем до пола, вторая труба вверху остается. За счет этого получается хорошая тяга, подвал вентилируется. Как вы видите, овощи уже около месяца у меня как заложены в подвал. Все сухо, ни капли влаги. Дом получился теплый и комфортный.
все коммуникации и удобства, как в квартире. Хотя из коммуникаций, из сетей присутствует только электричество. Друзья, подписывайтесь на канал. В скором времени я сниму строительство макета данного дома, где покажу все узлы и соединения при каркасном строительстве. Пока. Всем до встречи.